Всем привет! С вами Велобаза. Сегодня у нас тормоза, гайды, SRAM. В общем, с этими тормозами есть такая довольно известная проблема, то есть она не единичная. У них в какой-то прекрасный момент начинают залипать ручки. Смотрите, сейчас продемонстрирую. Вот этот тормоз, он в норме. А вот этот, вот так вот. В этом видео мы разберем ручку. Я покажу и расскажу, почему эта проблема происходит и как ее решить. Ну что ж, приступим. Для начала тормоз нужно, собственно, скинуть с велосипеда и отделить от гидролинии. Этим мы сейчас и займемся. Вот так вот, хорошо, здесь хомуты разъемные, все очень удобно. Откручиваем вот эту вот гайку. Здесь рожковый на 8. Может вылиться дот, так что вы будьте аккуратны. Вообще не может, а он выльется. Он обязательно выльется. Так вот. Больше нам здесь пока ничего не нужно. Оставим ее вот так вот позой вверх. Мы потом тормоз, конечно, будем прокачивать, но до этого еще нужно его починить. Вот такая вот у нас топовая ручка. Это Gайда Ultimate. Самая старшая модель. Но даже она не решена этих проблем. Для начала нам нужно избавиться от всего дота, что остался внутри ручки. Ну, его, конечно, там немного. Вот она у нас и залипла. Ну, в принципе, все. Если вы вдруг обольетесь дотом или, не дай бог, попадет вам куда-то в глаза, помните, нейтрализатор дота — это вода, поэтому сразу же бежим промывать. Снимаем крышку расширительного бачка. Здесь у нас, здесь, в принципе, все на звездочках. Здесь у нас 10-й торкс, Т10. Так, вот так вот. В расширительном баке, конечно же, остался дот, его тоже не забудьте слить. Теперь, вот тут еще вот такой момент, здесь есть малюсенькая пружиночка с шариком. Это она вот только вот в этих в ультимейтах или в РЦ гайдах, вот у которых есть вот такая вот крутилка. Положение, вот эти вот, они очень маленькие, их очень легко потерять. Поэтому я вот оставлю их вот так на магните. На старших моделях гайдов у них здесь вот у них промподшипники. На простеньких гайдах R у них здесь обычные пластиковые направляющие. Как вот в джусях стареньких, в кодах, в эликсирчиках. То есть некоторые модели ручек, они как бы чуть-чуть отличаются в плане разборки, но принцип общий, он тот же самый. Есть вот такие вот два болта, а в младшей модели ручки будет сквозной штифт, который будет держаться вот здесь вот фиксирующей гаечкой. Так, вынимаем вот эту вот всю ручку в сборе. В принципе, она сама по себе не развалится, но на всякий случай можно как-нибудь ее вот так зафиксировать. Ну, на самом деле в этом нет необходимости. Отложим ее в сторону. Так, собственно, вот что мы видим внутри. Это пока еще не вся ручка, нам еще предстоит дальше разбирать. Теперь нам нужно ослабить вот этот вот болт фиксирующий. Здесь, по-моему, поменьше. Нет, правильно, вот этот. Так, и теперь вот этот штифт должен выйти. Ну, собственно, он уже сам выходит, вываливается. Вот так вот. Теперь нам нужно достать вот эту вот деталь в сборе. Собственно, тут все довольно просто. Очень аккуратно, нежно. Вот она у нас есть.
Продолжаем нашу разборку. Вот это сейчас вот применимо только вот к тем тормозам, у которых есть вот эта крутилка. И на гайдах R все проще. Крутилку выкручиваем в положение IN, пока оттуда не высыпятся детали. Вот так. После того, как детали из нашей ручки вывалились, мы можем извлечь крутилку точки контакта. Итак, ответственный момент. Достаем поршень. Сжатый воздух — наше все. А вот он, наш виновник торжества. Если у вас нет сжатого воздуха, вы, конечно, можете попробовать с каким-нибудь тонким инструментом его вытолкать, но будьте предельно осторожны, потому что материал мягкий, и вы можете повредить, расколоть или, в общем, привести поршень в негодность, чего, конечно, очень нежелательно. Что здесь происходит? Почему он залипает? По сути, это вина SRAM. Они выбрали неправильный материал, из которого изготовили поршень. Он по-научному гидроскопичен. Грубо говоря, он пьет влагу из воздуха или окружающей его жидкости и разбухает. Если содержать тормоза в идеальной чистоте, менять DOT по регламенту, кататься в тепличных условиях, то, скорее всего, у вас этого никогда не произойдет. Но с учетом того, что сам по себе DOT гидроскопичен и имеет свойство пить влагу из воздуха, эта влага в итоге оказывается в соприкосновении вот с этим поршнем. Он разбухает. Совсем ненамного, там до десятых или сотых миллиметра уже достаточно для того, чтобы он клинил. Как это лечится? Либо ремкомплектом, либо нужно сейчас будет все померить, понять, где он распух, и выступающие части нужно будет обточить. Совсем немного. С учетом того, что уплотнение идет все равно за счет резинок, эта обточка нам на работоспособности никак не скажется. Тормоз отложим в сторону. Сейчас у нас в руках поршень без ничего. Прежде чем что-то начать с него снимать, его нужно хорошенько обмерить. Вот тут скажу сразу, без точного инструмента лучше не лезьте. Если есть микрометр, вообще замечательно. Либо вам нужен просто хороший штангель-циркуль. Вот, у него нету, он всегда дает 0. Давайте посмотрим. Упираться он, по сути, может в 3 местах. То есть на 3 диаметрах. Вот на этом, ну и, соответственно, на этом. Сейчас мы все их обмерим. И тогда уже примем решение, что мы будем делать дальше. Здесь речь будет идти о тысячных. То есть тут все прям очень плотной посадкой. Вот его проворачиваю. Я даю небольшую нагрузку на штангель. То есть, если он вдруг в каком-то месте будет не круглый, мы это увидим. Предположим, пусть это будет наша точка отсчета. Смотрим 2 диаметр. А вот он больше. Да, всего на 1000-ную, но больше. Собственно, я прихожу к выводу, что распухла вот эта вот часть. Собственно, и логично, она в постоянном контакте с дотом. Так, приступим. Пожалуй, начну с 1000-ной, там посмотрим. Так, тут самое главное не перестараться. В общем, наша задача такая, делаем их все в 65 тысячных, вот так вот. Так, посмотрим. Этого определенно мало. Может быть, даже сначала мы чуть-чуть погрубее возьмем 800-ю.
Так, в общем, мы вот так ее пообточили, и вот что мы видим по цифрам. Вот это вот, значит, мы ее не трогали. Здесь мы вот имеем где-то, ну, 65, 66, ну, чуть-чуть играет. Сложно выдержать одинаковое давление на штангель. Вот, значит, первый диаметр, который мы обтачивали, тоже 65-66. И второй диаметр, который мы обтачивали, ну, собственно, цифры те же самые. Вот, значит, думаю, что мы сейчас сделаем. Сейчас мы ее назад обуем в резинке, поставим пружинку и попробуем вместе с ней собрать тормоз. Поглядим, как она зайдет и, то есть, как оно все будет функционировать. Значит, по поводу смазки сразу говорю. Там внутри, если у вас есть, вот есть специальная для дота смазка. Если есть, можете использовать, но по факту она не нужна. Вот. Никакой другой альтернативной смазки туда ни в коем случае не закладывайте. Резинки должны соприкасаться только с дотом. Это очень важный момент, что они имеют очень противное свойство от этого разбухать. Лучше это все, конечно, делайте в защитных перчатках. Вот я в перчатках работать не могу, мне неудобно. Вставляем поршень на место. Сейчас заодно проверим, как он заходит. Заходить долго. О, заходит четенько. Прям огонь. Ну, совершенно другое дело. Такс. Продолжаем. Собираем все назад. Возвращаем нашу вот эту вот крутилку на место. Поршень уже настолько хорошо вылазит, что его приходится заталкивать. Так, что может выстрелить, а может и не выстрелить. Вот, крутилку мы на место вернули. Хорошо. Теперь мы берем вот эту вот пластмассовую деталь. Она у нас прорезями вот так идет вниз. На крутилке, не знаю, видно вам, не видно, тоже есть две прорези. Соответственно, их нужно между собой совместить. Это можно сделать руками, но существует специальная приблуда, прям с рамовской, идет в ремкомплектах. Собственно, она вот сделана вот исключительно только за этой целью. Если она у вас есть, вам повезло. У нас она есть. Теперь просто так ей направляем и вкручиваем. Вот так. Хорошо, продолжаем дальше. Теперь нам нужно поставить вот эту ручку. Но перед этим она сидит на двух пластмассовых бушингах. Вот таких вот маленьких. Их нужно обязательно не забыть вернуть в нашу ручку. Ставятся они вот сюда. Теперь ставим вот эту деталь. Значит так, в плане ориентации она у нас должна быть вот так вот. Вот. Сейчас покажу. Мне правильно показываю или нет? Да, правильно. Она должна быть вот так. Вот этот вот штырь вставляем в паз. Обратите внимание, у нее есть два лепестка. Вставляем в паз. Там, если не совпадает, то чуть подкрутите его. Защелкиваем его в пазу. Вот эту поворачиваем. Так, сейчас мы чуть-чуть ей поможем. Вот. Совмещаем отверстие. Берем наш штифт. Вставляем штифт. И фиксируем вот эту вот
гаечку. Ставим ручку. У нас она вот так идет. И вот так. Болтики на ручку идут с круглой шляпкой. Это не принципиально, на самом деле, они по резьбе одинаковые. Можете наоборот поставить, но лучше сделать так, как было. Собственно, уже сейчас видно, насколько лучше оно работает. Ну, оно работает как новое, как должно. И осталось две операции. Нам нужно сделать так, чтобы у этой крутилки появились щелчки. Вот, собственно, за этим нам и нужен вот этот вот шарик с пружинкой. Он вставляется прямо в паз для болта, который фиксирует крышку с мембраной. Вот в этот вот. Сначала вкладываете туда шарик и сверху него пружинку. Вот так. Сверху ставим мембрану и закручиваем. Ну, вот как-то так. Ручка собрана назад. Ну, а теперь остается поставить на велосипед и прокачать. И можно ехать кататься. Так, вот мы прокачали тормоз, поставили его на велосипед. И работает даже лучше, чем другая. Я думаю, комментарии излишние. Вот, в общем, вот такая вот распространенная проблема решается двумя способами. Либо ремкомплектом, либо обточкой. Как вариант, мне даже в процессе работы увиделся третий путь решения. Это выточить из металла этот поршень в сборе. Ну, это может быть так, на долгосрочную перспективу. Сейчас, конечно, этим мы заниматься не будем. Но вообще теоретически можно попробовать, почему бы нет. Сделать его из алюминия, заанодировать. И я думаю, что оно вполне будет функциональным. Ну, в общем, как-то так. Теперь вы знаете, что вот с такими тормозами такие проблемы существуют, и то, что они, в принципе, довольно легко лечатся. Ну, это как бы все. С вами была Велобаза. До новых встреч, до новых видео.